Итак, приветствую. Наблюдал я за рынком. У меня индикатор хэш-риббон есть. Но он может быть даже такой простенький. Здесь просто точки. Больше ничего нету. Ну, конечно же, говорят то, что нужно индикатор хэш-риббон применять только на биткоине и все. Но все равно можно, конечно, потыкать его, понаблюдать за другими альткоинами. У нас буквально 24 марта засветилась точка на покупку биткоина, то, что здесь нужно покупать. Довольно неплохой сигнал. На недельке видно то, что у нас несколько раз на этом бычьем рынке у нас светился данный индикатор. Вот, раз на дне, 2, 3, 4. Вроде бы как здесь коррекция закончилась и индикатор засветился. Аналогичная ситуация у нас была в прошлом цикле. Мы видим то, что индикатор засветился раз на дне, 2, 3, 4, вот еще 5, вот 6 после коррекции летом. И в принципе это были хорошие точки для покупки битка. Для покупки битка это были хорошие точки. Вот так вот. Интересные моменты для покупки битка. Аналогичная ситуация и в этом цикле. Хороший момент для покупки битка. Тут тоже хороший момент, хороший момент, хороший момент. Также я смотрел на Solana. То, что у нас индикатор засветился буквально 25 марта. Покупка Solana. Также Aptos. 2 точки есть на покупку. 21 февраля и вот буквально 25 марта тоже. Но не было индикатора, сигнала на индикаторе по поводу лайткоина. Мы рассматривали, конечно, лайткоин неоднократно. Ты тоже смотрел лайткоин, я так понимаю. И в принципе есть сигнал на покупку лайткоина. Вот он, данный сигнал. 25 марта не было сигнала. Вот здесь вот не было сигнала на покупку лайта. Сейчас уже есть сигнал, и в принципе можно присмотреться к покупке лайткоина в долгосрочной перспективе. Ну, с целью, конечно же, выше, чем $200. Где-то там пускай 260. Конечно же, риски есть. Мало ли, что может произойти, но такое. Но в принципе сигнал есть. Сигнал есть. Давай на недельке посмотрим. И на недельке тоже появился сигнал. Вот он, долгожданный сигнал на лайткоине, на недельке, покупка. Тоже у нас был после халвинга биткоина сигнал, произошел рост. Здесь у нас тоже был сигнал на покупку до халвинга биткоина, произошел рост. Тут тоже у нас был сигнал на покупку, произошел небольшой рост. Но это было дно медвежьего рынка. Вот. 2020 год. Тоже у нас сигнал на покупку, рост. Сигнал на покупку, рост. Тоже сигнал на покупку. Ноябрь 2020 года, рост. И был сигнал на покупку на китайском запрете. Вот летом. Сигнал на покупку. Все, даже с учетом вот этой коррекции не было никаких сигналов на покупку. Так что стоит задуматься, поразмышлять, конечно же, риск money management. Вот так вот.